Hello, my name is Alexei Medvedev. I'm a PhD candidate at Georgetown University. Какое твое любимое занятие? Мое любимое сидеть с тобой перед окном, пить чай и смотреть, что на улице творится. По вероятности, наверное, девочка. Все говорят, поэтому, наверное, девочка. И ты не прав! Мальчик? Мальчик. Oh, sorry, buddy. Данилке явно нравится. Если бы 3 года назад мне сказали, что со мной произойдет, то, конечно, я ни за что бы не поверила. Меня зовут Аня, я родилась и выросла в небольшом городе Ставрополе на юге России. В США я переехала в 2008 году. Я занималась волонтерской работой в юридической компании, которая работает также и с русскоговорящими людьми. И вскоре после этого начала работать, преподавать русский язык. Ну вот интересно, говорят, что не приходит, любовь не приходит на порог сама, но в моем случае так и получилось. Потому что в один прекрасный день Лёша просто зашел ко мне в дом. Но к этому есть предыстория. Я очень долго смотрела, искала объявления о походах. И вдруг появилось такое объявление, причем в русскоговорящей группе, что ребята собираются на выходные пойти именно вот в такой поход, который я хотела. И я, не задумываясь, записалась туда. И оказалось, что Лёша тоже был записан в эту группу. И мы договорились, что он везет меня и мою подругу Олю. Так как оказалось, что мы живем недалеко, он заехал за нами, и мы на его машине ехали до места назначения, до места встречи с остальными ребятами. Это было летом 2016 года, и лето этого года как раз было насыщено очень походами, которые, конечно, связаны с такими очень теплыми, душевными разговорами, эмоциями. Как только мы друг друга узнали в этом походе, я видела, что это прекрасный человек, что он такой заботливый, чуткий, добрый. И, конечно, со временем во мне развились эти чувства, ответные чувства к нему. Какая твоя главная черта? Моя главная черта. Главная черта. Доброта, наверное. Эта мысль, она поражает и отрезвляет. То, что человек в один момент он может с 50-килограммовым рюкзаком идти в гору 3 дня. Он может отжиматься, он может бегать, он может подтягиваться. И всего лишь через 9 месяцев человеку нужна помощь для того, чтобы встать. Какое у тебя состояние духа в настоящий момент? Настоящее время. Состояние духа. Такое ждущий ответов на вопросы. Какие вопросы? Какие вопросы? Ну, хотя бы, что со мной происходит. Когда был подтвержден рак, для нас, наверное, это не было таким большим сюрпризом. Но у Лёши был, наверное,
один из самых-самых-самых редчайших видов рака. Они сами не могли предположить, сказать нам, тем более сказать нам с какой-то уверенностью, каков будет результат того или иного лечения. А какая у тебя идея о счастье? Идея счастья. Угу. То есть что для тебя счастье? Слушать, как сопит Данилка ночью под бочком. А что для тебя несчастье? Что для меня несчастье? Смерть близких. Меньше 3 лет мы знали друг друга до его смерти. Меньше 3 лет. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Давай, загадывай желание. Лёша работал в FDA, в лаборатории, которая занималась разработкой прививки от ВИЧ. Это была главная их задача. Ну и параллельно они работали над прививками от малярии. С ним было очень легко работать на самом деле, потому что он был и в общении очень легкий, и веселым человеком с большим чувством юмора, что очень важно тоже. И Лёша свою работу просто обожал. И он говорил, что я бы работал там всю свою жизнь. Он очень был эрудированным человеком во многих областях, там, и в автомобилях, в технологии, в компьютерах, поэтому если у меня был какой-то вопрос, я мог к нему обратиться, он никогда не отказывался. Помимо того, что он любил работать именно как ученый, как работать в лаборатории, он также видел красоту в вещах, наверное, которые любой другой микробиолог не увидел бы. Я как бы знал, что он занимается фотографией, но потом он мне показал свой веб-сайт со своими фотографиями. Это просто невероятно. Мы до сих пор не можем найти замену ему, и как бы мы каждый раз его вспоминаем. У Лёши появился интерес к фотографии, и он, когда у него такая началась новая пора, новый этап в его жизни, он решил сделать себе подарок, купить фотоаппарат. И очень часто он бродил по ночному Вашингтону, делал какие-то кадры. Ему было очень интересно играть там со светом, с разными формами. Когда я смотрю на фотографии, у меня такое чувство, почему я была там же, я была в том же месте, но я не вижу вещи таким образом, как я вижу сейчас это с фотографий. По-моему, я была там же в то же время. Но вот такие моменты, такое осознание, оно дает понимание, насколько человек по-другому видел мир. Что ты больше всего ценишь в друзьях? Наверное, самоотверженность, доброту, щедрость. Он никогда не боялся показаться слишком заботливым. Да? Он никогда не боялся отдавать больше, он никогда не боялся заботиться о людях. Даже когда Лёша болел уже, и тоже одна из моих подруг попала в аварию, он первым делом спросил, все ли с ней в порядке, давайте я приеду, узнаю, помогу. И мои девочки так, Лёш, ты все нормально, мы разберемся. Но это он по жизни был таким человеком. Он никогда не боялся отдать больше добра, сердца, любви, денег, всего. Когда Лёша лежал в больнице, он очень любил угощать весь медперсонал конфетами. Лёша всегда, когда заходили медсестры или врачи, он обязательно всегда спрашивал, не хотите ли вы конфету. И просто уже все начали даже шутить, что он такой Candyman.
Когда мы сблизились со многими медсестрами, многие из них говорили, что Лёша, он не просто обычный пациент, что одна сказала, что она очень долго работала над тем, чтобы оставлять работу на работе, чтобы не думать о работе, приходя домой. И это у нее очень хорошо получалось до тех пор, пока она не встретила Лёшу. Именно настолько он тронул ее. И другие медсестры, которые просто плакали в палате, они говорили мне, что они не плачут. Обычно они не плачут. И моя благодарность к ним просто бесконечная. Этим медсестрам я готова ноги целовать. Это просто люди от Бога, это ангелы. Ну, так получилось, что я хорошо узнала Лёшину семью именно во время болезни, потому что это был тот период, трудный период нашей жизни, когда нам требовалась помощь. И, конечно, Лёшины родители, как я говорю, они приехали на Рождество в декабре, но Наташа так и не уехала до мая. И Наташа — это Лёшина мама. И она просто осталась с нами, и все это время была с нами и помогала во всем. Конечно, мы бы не справились без нее. Просто такая ирония жизни, да, ирония судьбы, что я познакомилась с Лёшиными двоюродными сестрами уже после Лёшиной смерти. Почему мы познакомились при таких обстоятельствах? Почему члены семьи знакомятся после смерти человека, который связывает нас? Почему так происходит? Мы не так много говорили в это время, да, но вместе с этой болью утраты близкого человека еще было такое, да, чувство поддержки, чувство единения. Привет. Да, привет. Ну, что ты кушаешь? Я кушаю бульон. А что ты хочешь скушать? Я хочу скушать пиццу. Или чипотле. Или гамбургер. Или китайскую еду. Китайскую еду. Или суши-буррито. Ничего себе. Да, Ну вот. наверное, так. Я не такой человек, когда кому-то прошу помощи с чем-то, но в любой момент, когда слабость была или я не знал, как обратиться к кому-то, если родителям не мог или к друзьям не мог,
я мог всегда позвонить или написать Лёше. У него всегда какие-то советы были. Он просто всегда знал, что делать, когда делать. Когда мы познакомились, у нас была небольшая разница в возрасте. Почему я говорю «была»? Потому что я поняла, насколько я потеряла сына и насколько у меня вырвали часть души. А разница была всего в 10 лет. Я очень горд им во многих отношениях. Я очень горд им, что он был лидер среди наших детей и чего он достиг. И очень горд был, что он чего достиг он в своей работе, в научных исследованиях. И тоже был очень горд и рад, что наконец-то у него сын появился, которого он очень любил. А какой твой любимый герой? Так. Наверное, папа мой. Самый большой герой. Ну, Лёша меня очень поддерживал, когда болела моя мама. Конечно, он с самого начала был со мной, он поддерживал меня во всем. И когда приехала моя сестра и ее семья тоже в это же место, Вирджиния-Бич, для церемонии развеивания праха моей мамы. Это было ее желание. Она хотела, чтобы ее прах не был, ну, ее, она не была привязана к какому-то месту. Она хотела, чтобы везде, где была вода, везде была она. И для меня вот после этих слов ее до сих пор, вот, везде, где вода, это везде моя мама. И для этой церемонии мы собрались нашей семьей, моя сестра, ее муж и мой племянник. И Лёша, конечно, был со мной, конечно, он был с нами. И, естественно, сделал прекраснейшие, красивейшие фотографии. И сейчас я смотрю на них, и я очень жалею, что на этих фотографиях нет Лёши. И, конечно, это так очень показательно, что вот собрались для того, чтобы маму проводить, и казалось, ну, я не совсем не придала этому значения на тот момент. Но сейчас, когда я смотрю на эти фотографии, я понимаю, что ни на одной фотографии нет Лёши. Какой у тебя был самый счастливый момент до сегодняшнего дня? Когда мы с Данилкой домой приехали. Даже несмотря на то, что он орал? Да ладно, чего? Я бы тоже орал. Я даже не представляю, что было бы со мной без моих друзей. Они постоянно на связи, если мне нужна какая-то помощь. Они постоянно спрашивают, что мне нужно, одна ли я сейчас нахожусь, кто-то придет ко мне или нет. Они организовались, чтобы кто-то обязательно был со мной каждый вечер. Если мне нужна помощь, чтобы с Данилкой посидеть, тоже мои подруги очень часто забирают Даню просто на день, на полдня, на несколько часов. А когда мы находимся далеко от родных, наши друзья становятся нашей семьей. Представь перед Богом, что ты ему скажешь? Наверное, спасибо за возможность прожить жизнь, какой бы короткой она не была или длинной. Когда человека не становится, какие-то
появляются вещи, которые, о которых ты совсем не думал никогда. Ну, например, что будет, что будет с моим Фейсбуком, или что будет с моим имейлом, или что будет с моей записью, там, не знаю. Лёша, будучи вот таким сверхорганизованным, он постарался сделать для меня этот процесс как можно более легким. Он показал мне все важные веб-сайты, все пароли, и они уже были у него сохранены на компьютере, все. Когда, вот, каждый раз, когда ты закрываешь очередное, там какую-то, как будто бы связь рвется, да, еще одна ниточка порвалась. Что там? Рыбки? Там рыбки есть, Даня? Нету рыбок? Или есть рыбки? Данилыч? Данилка? Здорово. О-о! Ты хулиган, Даня? Давай, мокренький немножко. Давай обуваться. Садись. Пойдем, Даня. Тин-тирин-тирин-тирин-тирин-тин-тин. Тин-тирин-тирин-тирин-тирин-тин-тин. Тин-тирин-тирин-тирин-тин. Тин-тирин-тирин-тирин-тин. Данила, я твой папа. Papa. Папа. But I bet you knew that already, I hope. The only other thing that I can tell you that's really important is that I love you very, very much. And that's all that really matters. And that's the only thing that truly will never change, no matter what happens in our life. I have so many thoughts in my head right now, so much stuff I want to tell you, to teach you about life. It's very hard to focus. I will try to make sense of it all and write them down in case I won't be able to tell you myself. To be honest with you, that's my biggest fear, perhaps even the only fear that I have right now. And if that happens, I want you to know once again that I love you more than anything in the world. Когда я смотрю на Данилку, очень часто меня посещает такая мысль, что да, вот у этого ребенка, у моего сына, у него нет отца. И как было бы прекрасно, и как было бы чудесно, если бы Лёша был с нами. И вот это «бы», оно такое очень интересное «бы», потому что если думать о том, как было бы чудесно, если бы Лёша был жив, естественно, да. Но еще есть и другой вариант развития сюжета, да, это если бы Даня не родился до его смерти. Что для тебя самое важное? Чтобы у вас с Данилкой все хорошо было.